Украина будет готовить новое контрнаступление, Европейский Союз вводит новые санкции против России, поляки продолжают воевать с украинскими фермерами. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Путин, Медведев и Шойгу широко празднуют колоссальные потери армии и благодарят россиян за то, что те готовы погибать. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга. Зеленский ждет Трампа на передовой. Интервью украинского президента у линии фронта. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он передумает. Ивлеева рвется на Донбасс, но не дают. Z-пропагандисты и российская церковь придумали наказание для российских звезд. Таким, как Ивлева и недавно посещавший Донецк Киркоров, сюда не нужно приезжать. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Украине необходимо дальнобойное оружие, и пока США медлит с помощью, Россия имеет возможность продвигаться. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому каналу Fox News. Помимо обсуждения ситуации на линии фронта и необходимой Киеву поддержки, Зеленский признался, что он не смотрел интервью Путина Такеру Карлсону. Говорит, что у него нет 2 лишних часов времени, чтобы слушать бред об Украине, войне и США. Отмечу, что интервью с Fox News Зеленский записывал в Харьковской области, якобы в нескольких километрах от линии фронта. Кстати, Зеленский пригласил Дональда Трампа на передовую и считает, что, побывав здесь, тот поймет, что не сможет остановить войну за 24 часа, как обещал ранее. Я рад видеть всех кандидатов и всех тех, кто принимает решения или может поддержать, чтобы не быть против, чтобы понять, что значит война в Украине. Соединенным Штатам необходимо увидеть другую войну. Не в столице, а здесь, ближе к линии фронта. Какая у нас была блестящая Украина. У нас красивая страна, но на войне другая картинка и другая жизнь. Кандидаты должны прийти и увидеть людей, просто чтобы увидеть их на улицах. Я готов быть с Трампом, пойти к людям, может, он хочет пойти сам. Это не важно, я не знаю, как он собирается это решить. Хочется услышать его, чтобы он все объяснил. Он объяснит, какие у него мысли. Возможно, у него есть какие-то идеи. Не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он передумает. Мы все поняли, что нет 2 сторон в этой войне. Есть только один враг, и это позиция Путина. Позицию Путина вновь почувствовали на себе жители Украины. Россия запустила по городам разного типа ракеты и дроны «Камикадзе». Воздушным силам удалось уничтожить 23 БПЛА из 31. Зафиксированы попадания по промышленным объектам в Харьковской области, Одессе и Днепре. Там дрон влетел в многоэтажный дом. На 9-му поверсі квартири 72, 71. Їх немає. Проснулася від того, що мене кудись кинуло. Кругом кирпичі, страшно було, провода пообривало. Вибралися. Вибралися сусіди 71-ї, чоловік, батько їхній, діабетик, немає його. Не знаю, десь там під завалами вони вилізли, спасалися вже хоч самі двоє. На 8-му етажі ця жіночка, що спала в залі, де дирка, знайти поки не можуть. В Киеве неоднократно говорили о том, что противовоздушную оборону усилят самолеты F-16. Их ожидают в Украине уже в этом году. Например, Дания может передать первую партию этих истребителей уже этим летом, сообщает Reuters. Зеленский, кстати, показал, как украинские летчики проходят обучение на этих истребителях именно в Дании. Путин, Шойгу и Медведев сегодня соображают на троих. Несмотря на огромные потери своей армии, в преддверии 2-й годовщины полномасштабного вторжения решили запускать салюты и поздравлять так называемых защитников Отечества. Кто и на кого напал, Путин вновь не говорит. Не говорит также о том, от кого защищают Россиюшку. Конечно же, ни слова о том, сколько черных пакетов ушло на защитников за эти 2 года. Единственное, в чем признался, так это в трудной ситуации для своих вояк. Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству.
Не выходит из своего привычно нестабильного состояния и Медведев. Вновь он воюет за исторические земли, а смерть россиян называет героическим патриотизмом. Кстати, напомню, что на днях этот персонаж вновь угрожал ядерными ударами по странам Запада и мечтал о захвате Киева. В ЕС посоветовали Медведеву обратиться к специалистам. Обычно мы не комментируем слова людей, которые изо всех сил пытаются привлекать внимание к себе. Особенно, если это внутренний номер 2 для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья. Все, что здесь можно сказать, это порекомендовать консультации и психологическую помощь. Кстати, подсел на стакан и друг Путина, лидер боснийских сербов Милорад Додик. Он показал, как лихо и по-русски обмывает орден Александра Невского, который получил из рук военного преступника Путина. Европейский Союз тем временем принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против Российской Федерации. В новом ограничительном списке 106 физлиц и 88 юридических. Под ударом ЕС вновь оказался военный и оборонный секторы страны-агрессора, а также причастные к поставкам оружия из Северной Кореи. Кроме того, те, кто занимается в России депортацией украинских детей со временно оккупированных территорий. Насколько болезненными будут эти санкции, пока не ясно. Мы по-прежнему едины в нашей решимости подорвать военную машину России и помочь Украине выиграть ее законную борьбу за самооборону и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет. Армения пока замораживает свою активность в ОДКБ, альянсе, который называют путинским НАТО. Об этом в интервью французской прессе заявил премьер-министр Никол Пашинян. Ереван решился на такой шаг, потому что ОДКБ не выполняет определенные условия договора, говорит Пашинян. При этом заявил, что пока Армения не рассматривает вопрос о выводе российской базы с ее территории. Справедливо заметить, что в ОДКБ заявили, что никаких заявлений от Еревана о приостановке членства в организации пока не поступало. Кроме того, Пашинян в интервью вновь заявил, что Азербайджан готовится к новой войне, потому что Алиеву не нужны мирные договоры. Во Франции при этом уверили, что готовы помочь Армении средствами ПВО. Если Армения будет в этом нуждаться, то мы можем передать в ее распоряжение и системы ПВО малой, средней и большой дальности. Это означает быть надежным и доверительным партнером, когда речь идет о суверенитете страны. Несостоявшийся кандидат в президенты РФ Надеждин готов биться с Путиным в 2030 году. Не в рукопашную, только лишь за президентский трон. Таков план, если ЦИК не восстановит его в качестве кандидата и не даст возможность участвовать в так называемых выборах в марте этого года. Надеждин считает, что через 6 лет ему поможет партия, если, конечно, та победит на выборах в Госдуму. Напомню, в начале этого месяца ЦИК признала недействительными более 9 тысяч подписей в поддержку Надеждина и отказала ему в регистрации. Мы побеждаем на выборах, партия, которая меня выдвигала, побеждает на выборах в Государственную Думу в 2026 году. И после этого она выдвигает кандидатов в президенты без подписи. Настюшка, опасность в опасности. Ивлеевой не удается искупить так называемые грехи даже по новой русской традиции – поездкой во временно оккупированный Донецк. По этой процедуре отмывались и унижались Билан и Киркоров. Теперь же сама Ивлеева, устроившая голую вечеринку, хочет вновь вернуться в российское информпространство. Но камнем преткновения стали Z-пропагандисты и даже церковь. Там посоветовали Ивлеевой стать санитаркой или медсестрой и отправиться в госпиталь. Хотелось бы порекомендовать таким, как Ивлева и недавно посещавший Донецк Киркоров, сюда не нужно приезжать с тем, чтобы здесь какие-то себе плюсы там, прибавить в репутацию, в рейтинге и все прочее. Это все очень пошло. Тем не менее, Ивлеева продолжает точить камень. Накануне в Москве она заглянула на концерт донбасского рэпера, который не подбирал слов в ее адрес прямо со сцены. А уже 23 февраля Ивлеева поздравила оккупантов с праздником. Поздравляю всех защитников Отечества, тех, кто на фронте, в тылу и, конечно же, наших ветеранов.
На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.